В этом видео мы проверим 16 мифов Майнкрафт. Лягушки не могут прыгать на бедовом блоке. Лягушки очень высоко прыгают, даже если не будут прыгать на блоке слизи, что странно, так как слизь липкий блок, но с мобами она ведет себя совершенно иначе. Что не скажешь о медовом блоке, к которому липнет вообще все, даже лягушки. Следующий миф. Вардан не получает урон от магмы. Было бы странно, если бы это было неправда, ведь Вардан не горит даже в лаве, а у магмы температура ниже. Разработчики сделали не только самого страшного живучего моба в игре, количество жизни у которого 2,5 раза больше, чем дракона, так еще он неуязвим ко всем видам урона, кроме падения с высоты и урона других существ. При этом дропс моба вообще не стоит затраченных сил. Но игроки научились абьюзить Вардана, обходя даже эти перечисленные проблемы. Что там дальше? Если назвать лягушку Джеб, то она будет переливаться всеми цветами радуги. Все знают, что овечки так умеют, но только визуально, ведь цвет шерсти будет таким, как он был до переименования. Но что насчет лягушек? Не представляю, кто это мог придумать. Лягушки бывают только 3 цветов, и переименование их ничего не дает. Но я бы посмотрел на радужную лягушку. А вот и следующий миф. Если положить ведро в печку, где сушится губка, то вода из губки выльется ведром. Воу, это ведро реально наполнилось. Правда, воды в разы меньше, чем было набрано в губку. Скажем, что все остальное просто испарилось. Прирученных элеев нельзя ударить. Если вы приручите элея, то вы не сможете его ударить вообще никак. Но другие игроки свободно смогут это сделать. Так что это миф, не только на 99%. Дальше. Вардан умрет, если упадет с максимальной высоты. Как и говорил до этого, Вардан очень живучий, что даже падение с 320 высоты до пера его не убьет. Но если вы снизу поставить капельник, то, о чудо, вы создали ферму на Варданах. Продолжаем. Если на игроке будет эффект невидимости, то он станет незаметным для скал-крикуна. Скал-крикун очень пугливый, что кричит при любом шорохе, даже если мы будем совсем невидимыми. Если подписаться и написать в комментариях свой миф, то он появится в следующем видео. И это уже зависит от вас, я не могу это проверить. В Майнкрафте есть секретные картины, которые недоступны в обычном выживании. Да, это так, раньше эти картины были доступны в Bedrock версии игры, но в версии 1.19 были добавлены в Java версию. Их можно получить по следующей команде, писав в качестве аргумента вариант Water, Fire, Earth или Wind. Кстати, найти готовые команды вы сможете у нас в телеграм-канале. А вот еще, можно ли поставить метки на карту? Многие считают, что карта абсолютно бесполезна в Майнкрафте, но на самом деле они просто не заняты в некоторых функциях, которые есть в картах, как, например, метки. С помощью баннера вы сможете поставить метку на карте, которая будет указывать на значимое место. Их даже можно делать разных цветов и добавлять названия. Новый миф. Глубинная руда дает больше опыта. Глубинная руда копается дольше, чем обычно, но опыта больше, к сожалению, она не дает. Но это компенсирует то, что глубина руды больше в разы, чем обычной. Ведьма не восприимчива к звуковому удару Вардана. Вардан наносит урон звуковым ударом в размере 15 единиц, но если он будет бить ведьму звуковым ударом, то урон будет составлять всего 2 единицы. Вроде бы не восприимчива, но урон получает все же лучше, чем простой зомби, который умирает за 2 удара. Такими темпами, если не открывать Вардана, то ведьма победит. Продолжаем. Бутылек с водой спасет от огня. Если вы выпьете воду из бутылька, то ничего не произойдет. Разумеется, но если вы бросите взрывной бутылек с водой в себя или на огонь, даже в воду, то огонь погаснет. Пользуйтесь. Дальше. Блок меда меньше, чем блок слизи. Вы можете подумать, что нет, мол, блок меда размером с обычный блок, но осязаемая часть блока меда немного меньше, чем сам блок. Я бы сказал, что размером как сундук. Именно поэтому между блоками меда можно стрелять, а между блоками слизи нет. Это можно использовать как отличное укрытие в какой-нибудь игре с дальним оружием. Миф следующий. Мобы не будут атаковать, если ты наденешь их голову. Думаю, все проверяли и знают, что это ложь. Но не все знают, что расстояние, с которого вас заметит моб, сокращается вдвое. Когда на вас надета голова этого моба. Используйте. Вода деактивирует скалк-сенсор. Хоть и в древних городах некоторые скалк-сенсоры находятся в воде, на работоспособность это никак не влияет. Сенсор улавливает ваши шаги в любом случае. Никак не укроешься от этого негодника. И последнее. Если ехать на свине в вагонетке, то вагонетка будет быстрее, чем без свиньи. Если посадить свинью в вагонетку и сесть в нее, а в другую вагонетку посадить просто игрока, то скорость перемещения будет одинаковой. Но если сидя на ней нажимать кнопки движения, то скорость будет выше, чем у обычной вагонетки. Даже если убрать энергорельсы. На этом все. Еще увидимся.